На движение криптовалюты влияет множество факторов, и самыми главными из них являются ставки ФРС, которые сейчас находятся на рекордных уровнях, а также регулирование SEC. Ведь когда SEC подает какой-нибудь иск или называет монеты ценными бумагами, это очень сильно отражается на цене криптовалюты. И, собственно говоря, на этой неделе SEC сыграла важную роль в росте и падении биткоина на 8%. Ведь сначала Grayscale выиграла важный суд, а буквально через пару дней SEC перенесла решение по принятию заявок на спотовый биткоин ETF от 7 компаний, в том числе и BlackRock. К этому мы были готовы, поскольку никто бы не принял заявки с первого раза, но какие шансы, что эти ETF одобрят в этом году и одобрят ли их вообще? А на этот вопрос вы узнаете ответ в сегодняшнем видео. Всем привет, друзья! Вы на канале Coin22, меня зовут Влад, и в сегодняшнем видео мы подведем итоги этой важной недели, которая была насыщена интересными событиями, и после просмотра вы узнаете, почему SEC рано или поздно одобрит все спотовые ETF, как это повлияет на цену биткоина, кто является пятым по величине держателем эфира и какую криптовалюту он дополнительно накапливает, угрожает ли судебный иск бирже Binance и на каком уровне киты купили биткоин на $1,5 миллиарда. А поскольку начался новый месяц, самое время присмотреть перспективные монеты для покупки. И если вы желаете увидеть топ монет, которые покажут активный рост уже этой осенью, давайте соберем 800 лайков, и мы сделаем для вас это крутое видео. За вашу поддержку заранее вам спасибо, желаю приятного просмотра, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, сегодняшнее видео я бы хотел начать с решения SEC по ETF-заявкам, ведь сейчас это самая обсуждаемая тема на рынке. 31 августа, согласно вот этому заявлению от SEC, нам стало известно, что регулятор продлил рассмотрение заявок от 7 компаний еще на 45 дней. И, кстати, первыми, кто получил эту новость, были подписчики нашего телеграм-канала. Ведь в отличие от YouTube, в Telegram мы 24/7 на связи и держим вас в курсе самых важных событий. Наши подписчики не тратят время на поиск новостей, отчетов или эксклюзивной метрики, ведь это все есть у нас в Telegram. Поэтому подпишись по ссылке в описании, а если ты это сделаешь прямо сейчас, то получишь уникальный прогноз по биткоину на сентябрь, который мы сегодня опубликовали. Касательно вот этого решения SEC, то через 45 дней они смогут одобрить заявки, отклонить или снова взять больше времени на их рассмотрение. Конечно, мы говорили в наших прошлых видео и в Telegram, что путь к запуску первого спотового ETF на рынке США будет далеко не самым легким. Ведь все мы прекрасно знаем отношение SEC к криптовалюте. И теперь нам стоит ждать октября, поскольку ориентировочно 16 по 19 число SEC должна дать следующий ответ по этим заявкам. Да, придется немного подождать, но хочу вам сказать, что SEC не может вечно прятаться от этих заявок и постоянно кормить нас завтраками, потому что у них есть максимум 240 дней с момента подачи до вынесения четкого решения. И как ни крути, спустя это время Генслеру придется сказать либо да, либо нет. Но теперь вопрос, какое решение примет SEC, учитывая, что они сразу не отклонили эти ETF? На данный момент ответить на этот вопрос немного сложновато, потому что SEC не говорит, что не так с этими заявками. Тем не менее, если мы возьмем отклонение ETF от Grayscale, то станет ясно, что SEC не нравится биткоин, поскольку им можно манипулировать, он очень волатильный, и это ставит под угрозу инвесторов. Хотя на американских биржах торгуются такие акции с движением по 100 или 200% в день, что любая крипта позавидует. Так почему же тогда Генслер разрешает таким нестабильным акциям торговаться, а биткоин ETF нет? Собственно, по этой причине суд и вынес решение в пользу Grayscale 29 августа, потому что решение SEC назвали необоснованным. С этого можно сделать вывод, что до тех пор, пока SEC не придумает четкую причину отклонения всех заявок, даже от BlackRock, шансы на их одобрение только растут, поскольку аналитики Bloomberg оценивают 70% вероятность одобрения биткоин ETF к концу 2023 года, хотя до поражения SEC в суде эти шансы составляли 65%. Единственный, кто усомнился в том, что ETF не одобрят, была компания Bitwise, которая после решения SEC решила отозвать свою заявку. Но, видимо, зря, поскольку сейчас на SEC давят со всех сторон. Это суды, которые становятся на сторону крипты и теперь заявляют, что эфириум это товар, а не ценная бумага, адвокаты криптокомпаний, а также Конгресс США, которые считают, что Генслер совершенно не справляется со своей работой. К тому же бывший председатель SEC
SEC Джей Клейтон в недавнем интервью на канале CNN заявил, что одобрение ETF-заявок неизбежно. Аргументы Клейтона заключались в решении судьи по делу Grayscale, ведь судья заявил, что SEC уже одобрила фьючерсный биткоин ETF, и он сказал, что предложение Grayscale было практически идентичным, а это значит, что SEC будет вынуждена одобрить 7 ETF-заявок. Да, это может быть не в октябре, потому что, скорее всего, SEC будет тянуть время до последнего, но для нас это только плюс. Благодаря победе Grayscale мы приблизительно понимаем, на что способен биткоин на фоне таких новостей, ведь он легко вырос на 8% буквально за пару часов. А представьте, что будет с его ценой, когда ETF все-таки одобрят. Рост может быть в 2, а то и в 3 раза больше. И падение, которое произошло на этой неделе, является еще одним шансом для покупки биткоина. Ведь такое событие, как одобрение ETF, нужно встречать с биткоином в своем портфеле, даже несмотря на то, что рынок упал. Но если я вам скажу, что на падении также можно зарабатывать, спросите как? Элементарно просто, благодаря нашей подписке Coin22 Pro. Давайте покажу, как это работает на практике. Например, до падения 31 числа все участники Pro получили шорт-сделку на монету ADA. В ней было указано, на каком уровне открывать позицию, а на каком фиксировать от 40% чистой прибыли. И если вы только начинаете изучать крипту, на старте вы получите бесплатное пошаговое обучение и круглосуточную поддержку на всех этапах торговли. Наши специалисты следят за рынком 24/7 и уже на протяжении года предоставляют большое количество прибыльных сделок. Поэтому не упускай свою потенциальную прибыль, а переходи по ссылке в описании и начни зарабатывать с подпиской Pro. Что ж, поскольку мы разобрали, что одобрение ETF остается вопросом времени, давайте переходить к следующим новостям, которые касаются биржи Binance. Сейчас многие начинают нервничать по поводу подачи секретного судебного иска от SEC против Binance. На сайте окружного суда США 28 августа появилась запечатанная и потенциально высокоэффективная судебная декларация по делу против Binance от SEC. Запечатанный судебный иск означает, что доступ ко всем документам имеют только уполномоченные лица, а сам иск включает в себя на секундочку 36 предложений от адвокатов SEC. И несмотря на то, что документы, которые SEC планирует предоставить, хранятся в тайне и недоступны для обычных смертных, некоторые эксперты считают, что заявки связаны с рассмотрением уголовных обвинений против Binance. Например, юрист Джон Рид Старк, который ранее работал с похожими вопросами, написал: судебные заявления SEC, скорее всего, затрагивают публичные обвинения в отмывании денег, связанные с Binance, или другие потенциальные преступные действия. И да, скорее всего, этот секретный судебный иск является продолжением обвинения от SEC, которое она выносила еще 5 июня, а новые документы засекретили лишь потому, что не хотели создавать давление на рынок. Но давайте будем откровенны, будь то обычные иски или даже секретные, Binance как работала, так и продолжает работать. И за столько лет существования Binance она получала десятки подобных обвинений от разных регуляторов, к которым за последние годы все уже привыкли. В данном случае у SEC нет возможности полностью закрыть Binance, ведь биржа работает во многих юрисдикциях, а все, что им остается делать, так это просто пугать нас вот такими судебными исками. Поэтому более чем уверен, что на Binance это не окажет сильного влияния. Ах да, забыл еще вас предупредить. Если вы являетесь клиентом Binance, вам нужно быть готовым к тому, что к 2024 году Binance полностью прекратит поддерживать стейблкоин Binance USD и удалит его из спотовых, а также маржинальных торговых пар. А 7 сентября биржа прекратит вывод Binance USD через сеть BNB Chain, Avalanche, Polygon и Tron. Прекращение поддержки Binance USD было ожидаемым, поскольку еще в мае компания Paxos, которая выпускает те самые стейблкоины, перестала это делать из-за давления со стороны регуляторов. Хотя после этой ситуации мало кто продолжал пользоваться Binance USD, тем не менее, если у вас остались эти монеты, лучше конвертировать их в USDT или другую крипту, потому что теперь Binance будет искать себе новый стейблкоин. Также на этой неделе раскрыли информацию, кто является пятым китом монеты Ethereum с балансом кошелька около $2,5 миллиардов, и владельцем этого адреса оказалась компания Robinhood. Это расследование провела фирма Arkham, которая ранее подтвердила, что Robinhood еще является и третьим держателем биткоина в мире. Но поскольку Robinhood это брокер для покупки акций и с недавнего времени криптовалюты, то баланс кошелька состоит из клиентских денег. Дополнительно, по данным Arkham, кошелек, связанный с Robinhood, содержит и другие монеты, такие как Shiba Inu на $4,9 миллиона, Chainlink на $5,95 миллионов, а также Avalanche на $20
$29 миллионов. И если раньше Robinhood специализировалась по большей части на торговле акциями, то сейчас платформа уделяет особое внимание криптовалюте, из-за чего выручка от торговли криптой во втором квартале составила $31 миллион, причем это в условиях очень низкой активности на рынке. Поэтому Robinhood наверняка будет добавлять больше монет к себе на платформу, чтобы увеличивать прибыль, а это в свою очередь повысит интерес к рынку крипты. Подводя общие итоги этой недели, могу сказать, что давно мы не видели такого движения, когда за день биткоин растет на 8%, а потом за один день теряет всю свою прибыль. И это показатель того, какое влияние могут оказывать хорошие и плохие новости. Но как я говорил ранее, падение на этой неделе стоит воспринимать как еще один шанс для покупки криптовалюты, ведь этим шансом активно пользуются киты. Да, аналитики Into the Block предоставили данные, которые показывают, что адреса, владеющие не менее 0,1% от общего предложения биткоина на сумму более $500 миллионов, увеличили свои объемы на $1,5 миллиарда всего за последние 2 недели августа. И знаете, когда киты начали накапливать биткоин? 17 августа, то есть прямо на этом дне, когда биткоин был ниже 26 тысяч. И я вам скажу больше, киты скупали биткоин даже в начале этой недели, после победы Grayscale в суде. А это может значить одно: крупным инвесторам глубоко все равно, какие промежуточные решения выносит SEC по ETF-заявкам. Ведь если даже суд встает на сторону биткоина и заставляет SEC составлять обоснованные причины отказа, наверняка эти ETF, скорее всего, будут одобрены. Да, возможно, не в этом году, но это не имеет значения для крупных игроков, потому что к этому времени они накопили только больше биткоина. Вот поэтому и нам стоит задуматься о покупке, чтобы встречать новый булран с биткоином в своем портфеле. Я прекрасно понимаю, что криптовалюта — это специфический инструмент, но поверьте, мы даже не успеем моргнуть, когда ETF одобрят и биткоин станет резко всем нужен. Так что нам крайне важно следить за всеми новостями, которые вы можете получать в нашем телеграм-канале, так что обязательно подпишитесь. Также, чтобы вовремя смотреть наши новые видео, жмите на колокольчик, и так вы точно ничего не пропустите. С вами мы увидимся уже на следующей неделе. До скорых встреч!